Здесь явно верхний слой позолоты облез, и осталось вот что-то такое бронзоподобное. Почему нет? Другим голосом, шепотом. Шепотом буду там говорить, шепотом. Я тигренок, а не киска. Здравствуйте, у меня есть небольшая коллекция винтажной бижутерии. Я очень давно хочу вам эти украшения показать. Вот смотрите, только что навела порядок. Оказалось, что не такая уж она и небольшая. Здесь много вещей ценности, вот такой настоящий, ну, ювелирный, эти вещи не представляю. Здесь, если камни, вот как, например, здесь, то поделочные, металлы тоже поделочные. Однако, мне кажется, что некоторые вещи можно называть раритетными, потому что они по-настоящему старые, и вот именно из-за даты производства, наверное, трудно аналоги найти. Поэтому, ну, безусловно, художественная ценность есть, с большим вкусом некоторые вещи сделаны. Какие-то совсем простые, какие-то вот такие вот более изощренные. С чего мы начнем? Я хотела бы показать вам, наверное, есть у меня два ожерелья вот таких вот под шею. Это я называю руно. Оно давно у меня, и постоянные зрители меня в нем видели, потому что я его люблю. Ожерелье руно выполнено из желтого металла, чеканка в виде ребристой вот такой вот, в виде такого вот ребристого рисунка. Имеет оно вот здесь вот заломы и крепления, которые позволяют ему быть более функциональным. И застежка, вот она застежка, ну такая вот обычная. Висит хвостик, застежка. Объем регулируется этой цепочки, потому что шеи бывают разные, хотя на самом деле само украшение довольно фиксированное по объему и не на любую шею подойдет. Подойдет только на какую-то среднестатистическую, наверное. Вот такой вот металл, очень приятный на ощупь, не пахнет, как вот иногда бывает у неценных металлов, противного запаха нет от него. Ну, в жизни своей реальной, да, человеческой, я, конечно, никаких украшений не ношу. Может быть, это для кого-то откровение, да, но у меня не такие крепкие нервы, чтобы звенеть, чтобы у меня что-то звенело на шее. Вот, посмотрите. И актуально то, что как оно хорошо, грамотно сделано. Видите, вот здесь вот есть переходы, есть крепление. То есть оно не цельное, вот эта подкова не цельная идет, а разделена на 3 части. И благодаря этому оно вот так вот, видите, ложится на ключицы. Гладко ложится, вот, и не стоит колом. Нравится вам? Выйти можно в нем, мне кажется, куда угодно, правда? Там, не знаю, в музей, в театр, куда мы еще не ходим. Давайте признаем. Вот называю его руно. Мне нравится. Мне кажется, что оно очень стройнит, вот шею вообще придает. И красиво смотрится с открытым. Я вот не осмелилась для вас надеть что-то такое с открытыми плечами, но оно очень эффектно смотрится, когда вот здесь как типа корсет, что-то, вот это вот руно. Я хочу все это показать, чтобы была память, потому что, ну, не знаю, может быть, я их потеряю или продам целиком коллекцию. Потом есть еще вот такое, ну, крылья, тоже я его называю крылья. Вот это вот тоже ожерелье под шею, по-моему, очень хорошее. Очень хорошее. Ожерелье крылья выполнено так же, как и предыдущее, из желтого металла. Очень красиво, грамотно, художественно проработаны вот именно
перышки. То есть, поскольку здесь изображены крылья, посмотрите, перья, ожерелье имеет центральную симметрию, что, ну, мне кажется, является вообще смыслом здесь. И имеет какое-то определенное содержание. Здесь регулируется длина у этой цепочки. Что она, по-моему, запуталась. Вот, регулируется у цепочки длина. Очень такой приятный, теплый металл. Может быть, эта вещь может выглядеть лучше, эффектнее, красивее, если ее почистить. Вот, может быть, существуют какие-то специальные чистящие средства для таких вот поделочных металлов. Вот оно, крылья. Вот оно. Эффектное. Да, смотрите. Тоже сделано грамотно. Очень трудно сделать так, чтобы вот такие вещи цельнометаллические под шейку и хорошо лежали, чтобы они вот, ну, вот не стояли, вы знаете, да, как с дешевой бижутерией. Я думаю, это все бижутерия, но как бы не самая дешевая. Откуда я взяла, может появиться вопрос. Я покупаю это в таких как блошиных рынках, что ли, блошиные магазины. То есть это все старые вещи, бывшие в употреблении, вот все как я люблю, вот порыться вот в таком вот во всем. А современных аналогов, вот именно таких, такого вида, такого качества, ну или с такой энергетикой я не нахожу, извините. Вот. А в таком вот не стыдно, не знаю. В Большой театр пойти, если я когда-нибудь до Москвы доберусь, то обязательно пойду в какую-нибудь премьеру в Большой. И я бы вас очень попросила еще, давайте вы будете, чтобы вам тоже интересно было смотреть, и ваше участие, чтобы было, придумывайте свои названия для этих украшений тоже. Здорово же будет, да? Вот, кому-то нравится, ну, знаете, фантастическая тема, кому-то сказочная. Вот это вот недавно купила бусики, ну, знаете, такие очень простые, но грамотно сделаны. Здесь нитка, вернее, не нитка и не леска, здесь цепь, то есть бусинки на цепи. И вот это вот все камни, это вы не думайте, что это пластмасса, это все камни, металлические вставки. Бусики «Скромность». Выполнены они из, вот такая вот есть цепочка здесь из какого-то белого металла, но ее почти не видно. На эту цепочку нанизаны бусины из очень просто оттесанного какого-то камня, или, скажите мне, я не вижу, или это облезший жемчуг. Вот, и стеклянные, вот здесь вот есть бусы. Так, стеклянные бусинки у нас розового, скорее бледно-алого и бледно-оливкового цвета. Посмотрите, здесь есть еще металлические вот такие вот как бы вставки, которые промежутки между бусинами делают. Мне очень нравится. Мне что-то есть в этом жутко ностальгическое, и в то же время что-то такое очень, знаете, столичное, я бы сказала. То есть, наверное, украшения более с провинциальным духом, а есть вот это со столичным духом. Но смотря какую столицу мы имеем в виду, да, столица чего, спросите вы. Смотрится при всей простоте потрясающе. Даже я со своими слабыми нервами могу, наверное, иногда носить, вот ходить в этих бусиках. Они, конечно, вот под рубашку не очень подходят, но вот видите, какие. Мне очень понравились. Мне кажется, они... А как мы их назовем? Скромность. Это та самая, видите, это та самая скромность, которая, как известно, украшает девушку, но только до 18 лет.
Хочется вам показать что-то такое красивое и очень девчачье. Но это все далеко висит как-то, получается, у меня. А, вот еще интересное. Посмотрите, ностальгическое. Тоже можно, не стесняясь, носить и на пляж, и куда-то еще. Вот, видите, Forever написано. Forever. То есть такая очень трогательная вещь. Можно, не вызывая, не привлекая особого внимания к себе, спокойненько носить. Это медальон с английским словом навсегда. Forever. Вот, видите? Вот. Вообще это такое, знаете, слово навсегда из категории навсегда. Многие делают татуировки с этим словом, ну, что-то имеют в виду навсегда. Это как бы на вечную память, или помню навсегда, или там, не знаю, у кого-то любовь навсегда, у кого-то что-то еще, профессия, может быть, навсегда. Ну, вот такой вот металл здесь. Какой был, трудно сказать. Может быть, он желтый был. Он здесь явно верхний слой позолоты облез, и осталось вот что-то такое бронзоподобное. Бронзоподобный металл. Ну, не западло носить с чем угодно, куда угодно. Очень, мне кажется, везде уместное. И, кстати, его можно носить в паре. Вы знаете, что сейчас модно носить украшения даже на шее не по одному, а как-то их сочетать. Причем сочетать несочетаемые. Там, ну, и вот оно легко, его можно оставить, если вы надеваете поверх, сверху, например, что-то более массивное. Вот давайте попробуем. Можно оставить вот это вот Forever висит, например, чуть пониже, да, а под шейку вот сюда вот надеваешь вот эту Юрмалу. Вот так вот. И тоже будет хорошо и нормально все смотреться. Видите? Вот. Это в сериале «Секс в большом городе». Помните, наши героини, по крайней мере, у главной героини было такое ожерелье, было такое украшение с ее именем. Ну, а здесь вот Forever написано. Тоже, в общем, очень трогательно, нежно. Как на память об угасшей, но вечной любви, например. Очень мне нравится вот украшение под шею с камнями. Камни на нитке. Вот такое вот. Это тоже нам как-то надо назвать, наверное. Как мы его назовем? Юрмала. Давайте так. Оно сделано имитирующих янтарь. Ну, вот эти имитируют янтарь. Эти имитируют, не знаю что, может быть, ничего. Камушки. Камушки, видите? Камушки ничего не имитируют. И камушки эти, что вот, кстати, мило даже смотрится и позволяет это довольно комфортно носить и в жару. Вот это украшение, они скреплены не цепью, а вот таким вот текстильным шнурочком. Многослойный текстильный шнурочек. И это набор камней здесь расположен асимметрично. Ну, где-то симметрия играет решающее значение, симметрия интересная и ценная, а здесь, наверное, как раз асимметрия. Вот, посмотрите. Тоже могут они достаточно сверкать, переливаться. Вот, кстати, напишите в комментариях, вам нравится вообще в этой жизни, в прическах, в одежде, в обуви, в украшениях. Вот что вы предпочитаете, симметрию или асимметрию? Мне кажется, что это очень многое вообще о личности говорит, такой выбор. Вы, кстати, были в Юрмале? Я ни разу не была. Мечтаю поехать. Ну, вообще туда, на Рижском взморье, воздух свеж. Там дует ветер моих надежд. Туда летит мой самолет. Там девушка Симона меня любит. Пишите. Песни моей молодости. Вот, посмотрите, разве это плохо? Ну, конечно, это хорошо. Имитация янтаря, но лучше самого янтаря. Знаете почему? Потому что вот янтарь такой настоящий,
тускнеет, скалывается, царапается. Это вот смола, он же мягкий такой. А здесь это камни, но это вечно, это вечность. Вас заметит, если вы будете в нем ходить по Монмартру, даже по Монмартру, или по этому, как его, Бродвею. По Бродвею даже если будете ходить, вас все равно вы не останетесь незамеченными. Вот такой вот прекрасное ожерелье. Вот эта прелесть, это просто я вам должна показать, потому что на шею такой чокер, вот уж точно буржуазный, мне кажется, это в стиле принцессы Анны. Вот я бы хотела назвать даже этот, почему-то он для левшей, я извиняюсь, он для левшей, этот чокер в стиле принцессы Анны, мне кажется. Вот он очень такой скромный и тоже обращают люди внимание. Вот в нем я как раз, я не застегну, я стесняюсь вам сказать. Ну вы поняли, да, смысл в чем? Вот строго вот так вот под шею, не могу застегнуть левой рукой, видите? Мелкое-мелкое, почти незаметное вот это вот колье или это чокер на шею. Даже не знаю, как его показать здесь более в деталях. Ну, здесь очень мелкие детали. Вот такие вот висюльки. И в них вставлены камни. Инкрустация маленькими камушками. Так, на камеру, наверное, хорошо мы его не рассмотрим. Это нужно... Но на человеке смотрится оно уместно, культурно и редко. Вот я по способу изготовления, по вот этой вот застежке, по стилю дизайнерскому рискну предположить, что оно очень старое. Может быть, самое старое из тех, что сегодня представлены. Даже нет, не так я, не то делаю. Вот так вот он высоко идет на шее. Это вот чокер в буквальном смысле слова. И он очень, ну, такой... культурный. Это я вам пока, это просто так совпало, что я вам показываю скромные культурные украшения. На самом деле они не все такие. Некоторые наоборот вызывающие. Но иногда же надо и себя показать, да? Усы многим нравились. Я показывала, надевала, снимала видео в этих усах. Они действительно очень хороши. Посмотрите. Усы. Колье носи усы. Колье носи усы. Вот такое вот. Тоже мелкое и, в общем-то, очень простое, но вы знаете, вот из-за сюжета, из-за сюжетности, из-за выбора именно вот этой вот фигурки, оно обращает на себя внимание. А помните, да, я говорила уже много раз, опять же, девушкам, женщинам, которые жаждут устроить личную жизнь, ваша самая главная задача, вот давайте как маятник для гипноза у нас будет, ваша самая главная задача обратить на себя внимание. И, в общем, до конца не так уж и важно, каким образом, каким способом. Можете держать в руках какой-то нетрадиционный, оригинальный предмет, а можете вот так вот усики на шею повесить. Поверьте, это привлекает, но там глаз, если зацепился за усики, может быть, поднимется выше, ну или ниже, у кого что, у кого где сила. Усы. Носи усы. Украшение называется. Носи усы. Но тут тоже, знаете, есть простор для фантазии. То есть просто усы — это скучно. Давайте назовем так. Усы бывшего. Бррр. Надеюсь, у вас не было бывших. Нет бывших с усами. Ну, это вот просто. Это я купила. Видимо, тоже, кстати, оно не современное. Вот если... Здесь, я думаю, камера не передает, но особенности качества есть. То есть просто скромная такая вот вещь.
для повседневной носки, ну, ни о чем. Давайте его так и назовем, ни о чем. Снегурка. Снегурка. Вот это уже, посмотрите, вот это уже ценно. Я думаю, очень многим девочкам понравится. Вот как девочки любят кружева. Раньше, помните, как популярно было? Вот кружева, шитье, и мы все так за этим гонялись, и все куда-то его себе пришивали. Сейчас это не популярная тема, но все равно, мне кажется, такая ажурная, легкая ковка, такая вот история воздушная. И тоже, видите, как по-грамотному сделано ожерелье. Оно не идет отдельным цельным куском, да, таким вот литым, потому что оно не ляжет, а оно вот с такими заломами. Кружевное ожерелье. Я думаю, многим оно понравилось. Ну вот девчачья тема, кружева. Я не помню сейчас в России какие-то есть известные, даже с мировой известностью были раньше кружевные промыслы. Все мы раньше об этом говорили, все мы это раньше знали, но я вот сейчас не помню. Тоже думаю, что надо его почистить, и оно невероятно засверкает. У меня, наверное, нету так вот сразу дома подходящего средства. Кружевное ожерелье, кружевное колье. Вот можете рассмотреть вот этот вот нежный рисунок, вот эта нежная тонкая ковка идет здесь. Ценность этого украшения именно здесь. На хорошую кожу подготовленную, хотела сказать, да, на хорошо подготовленную увлажненную кожу декольте положить, и вот будет вам счастье. Надену. Когда мы его надеваем, оно сидит вот так, как будто бы ты в нем неправильно застегнула. Оно сидит так, как будто бы ты в нем родилась. Ничто никуда не уходит, ничто никуда не заворачивается, не загибается. Вот видите, как красивая. Ну, тоже надо понимать, да, что это я рубашечку выбрала совершенно не... Она не сочетается со всеми этими вещами. То есть вы одним глазом смотрите на вещь, а другим уже на меня, на модель. Модель не оцениваете, модель не в форме, не на пике формы. Вот, я показываю вам не себя, а только эти украшения. Вот, видите? Снегурка я называю его, потому что мне вот оно напоминает именно кокошник у Снегурки. Помните, у нас почему-то же в сказке Снегурка в кокошнике все время ходит. И вот это как перевернутый кокошник. Меня тут едят. Вот, видите? Ну, вот такого типа. О, кстати. Почему нет? Мы переходим в категорию нескромные украшения. Украшения бальные. И это вообще какая-то начинается виндзорская тема. Вот это вот колье очень мне нравится. Посмотрите. Вот это действительно прямо видно, что это старая вещь, что ничего похожего ты нигде не найдешь, не увидишь. Оно очень своеобразного качества, своеобразного дизайна, своеобразная выделка. Вот посмотрите, какое здесь. Видите, да? Вот эти цветочки, каждый. И он ведь не просто, это не просто было сложно сделать, но это же было сложно придумать. Это, кто понимает, кто разбирается, это же прям сложный дизайн такой, тяжелый люкс, профессиональный, я имею в виду, дизайнерский люкс. То есть это, я даже думаю, это может быть марочное какое-то, именно дизайнерское украшение с именем. Ну, что-то там типа Дольче и Габбана 86-го года, вот такого типа. Вот. Смотрите, разве это плохо? Вот если я пойду на бал когда-нибудь, меня если пригласят, я надену вот это украшение.
Вот это вот купила, честно говоря, рассчитывала носить. Мне показалось, что оно такое модное, молодежное. Мне показалось, что вот это вот ожерелье можно прям вот спокойно носить с футболочкой, с вытянутой не целой футболочкой, как я обычно-то хожу вот по городу. Ну, ни разу не надела, естественно, потому что жарко, потому что некогда, что было так. Вот. Но мне очень нравится. Оно шло с браслетом. Представляете, браслет еще продавался вот к нему, к этому ожерелью. Ну, точно такой же прямо. Ну, почему-то я браслет не купила. Мне показался нефункциональным. Ну, видите, скромная и в то же время достойная вещь, когда вот так вот крутишься под светом, да, эти камни, а это камни, эти камни как-то мерцают, как мы его можем назвать? Шахматы. Мне вот оно напоминает шахматы. Такое, это ассоциативное название. Ну, правда, хорошенькое, да? Вот напишите, вы бы носили, мне кажется. И вообще заметила, что украшения на шее, да, ну вообще все украшения, но вот именно на шее, они очень выделяют нас в толпе. То есть это была какая-то шутка в интернете, что ребенок маме сказал: если хочешь быть красивой, носи бусики. Да? Помните, такое распространенная была шутка в запрещенной ныне сети. Вот, носи бусики. И вы же замечали тоже, что когда у вас на шее что-то висит, ну, я не имею в виду ипотечный кредит, а когда у вас на шее висит, и опять же, не муж безработный, нет, когда у вас на шее висят какие-то хотя бы псевдобриллианты, да, то на вас люди обращают внимание. Больше идущих навстречу мужчин заглядывают вам в глаза. Замечали вы это, да? То есть вот этим приемчиком нужно пользоваться. Я вообще девочкам всегда говорю, вот на личных консультациях, кто жалуется на личную жизнь, ну, на отсутствие ее, я всегда напоминаю, что внешность, только внешность, вас можно поймать, как бы крючок для ловли вот этой рыбы, это только ваша внешность. Душу вообще не видно никак. Ну, на самом деле видно как раз через те же украшения, через ту же одежду. Вот. И носите что-то на шее. Вот всем давайте сконцентрируемся на этой теме. Девушки, если хотите обращать на себя внимание, чтобы к вам подходили знакомиться на курортах или где-то. Ну, на курортах просто актуально, потому что август за окном. Вот. На курортах, на работе, в электричках, в метро, на заправках и так далее. Носите что-то на шее. Это украшение из белого или скорее какого-то черного серого металла с белыми камнями делает идеальную шею, делает идеальной шею и декольте. Вот именно за счет того, что оно тяжелое и в то же время очень мягкие крепления имеет, оно ложится строго по физиологическому вот этому вот изгибу шеи. Красиво. И плюс вот эта вот часть вертикально висит, а вы знаете, вертикальные линии всему, чего касаются, придают стройности. Вот. Вот так вот вертикально висит и действительно вот любую шею утончает, разглаживает. Ну и может быть там как бы придает вообще в целом образу какое-то благородство и легкость, и даже женственность, ну, если она нам нужна. У меня тут немножко такая дурная ассоциация возникла, да? Почему мужчинам нравятся женщины в колье? Мне кажется, что это не у меня возникло, это я где-то когда-то прочитала, что такая женщина равно как и в браслетах. Видите, вот на мне браслет еще тоже такой же интересный, винтажный. Вот. И где-то я такое прочитала, что мужчины западают на женщину, ну, в бусиках, условно говоря, потому что такие женщины кажутся им
покорными. То есть, грубо говоря, как, ну, как собака. Есть в ошейнике, да, или есть вот корова с колокольчиком. Вот просто дикая бегает. А когда корова с колокольчиком на шее, да, то она какая-то уже одомашненная, своя, родная. Поэтому пользуйтесь. Это, конечно, вводит их в заблуждение, но в конце концов в любви как на войне. Да? Довольно простая вещь, но посмотрите, опять же, дизайнерское решение, очень интересное. То есть ничего здесь сложного не было, я думаю, в изготовлении, но смотрится вещь очень интересно. Видите, да? Сердце, такое одинокое сердце болтается на вот так вот. Ну, болтается у тебя на шее твое же собственное одинокое сердце. Наше сломанное сердце, вот оно вблизи, вот так вот выглядит сломанное сердце. Вот оно. Все просто. Желтый металл, как обычно, нисколечко не ценный. Но интересно, что прямо-таки прямо над сердцем располагается нечто похожее на спасательный круг. Может быть, это такая подсказка для всех любивших и брошенных: спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Что-то есть очень символическое вот в этом сочетании спасательного круга и сердца. Спасайте, друзья, хотя скорее подруги, почему я вас друзьями-то называю, спасайте, подруги, свои сердца самостоятельно, потому что вряд ли вам кто-то в этом легко и тем более бескорыстно поможет. А также в композиции этого ожерелья можно увидеть и такой вот оптимистичный сюжет, когда судьба бросает вот этот вот спасательный круг, или, смотрите, здесь рядом есть соломинка. Иногда говорят, хватаешься за соломинку, но иногда соломинка и помогает как раз и выбраться. И видите, да, оптимистический сюжет, то есть сердце разбитое тонет, и при этом уже идет помощь, идет спасение. Да. Как можно назвать это украшение, тоже пишите. Мне кажется, можно назвать именно так. Одинокое сердце. Далее. Это просто цепь. Цепура, я бы сказала. Цепура. Она очень тяжелая. Какой-то белый металл неведомый. И она интересна именно тяжестью. Вот когда ты в ней ходишь, в этой цепи, ты прям чувствуешь, прям, знаете, аж плечи начинают болеть. Вот. Но с некоторыми вещами, в некотором ансамбле она может быть очень интересна. Массивная цепь из 90-х, сказала бы я, если бы она не была белой. В 90-е, вы помните, что были в моде, были популярны цепи из желтого металла. Здесь же белый металл, очень тяжелый. Рекомендую девушкам носить на разные вечеринки такие цепи, потому что в случае чего можно для самообороны использовать. Очень много весит. Ну, вот такие вот простое цепочечное скрепление здесь. Тоже, возможно, надо почистить, и она как-то засверкает. Почему-то я этим не занималась. Вообще, я знаете, что хочу? А вы пишите, будете смотреть или нет. Я хочу снять с этими украшениями АСМР-видео. Ну, то есть совсем по-другому, другим голосом, шепотом. Шепотом буду там говорить, шепотом. Вот, и АСМР, то есть такое медленное видео для засыпания. Сейчас в торопях просто снимаю, потому что интернета нет. Вот. Вот такая вот цепь. Эффектно. Особенно если, ну, знаете, Total Look какой-нибудь выбрать. Total, да, например, черный. То эта цепь прям что-то такое готическое дает, что-то такое эмоциональное. Просто каменные, просто стеклянные бусы. Но жутко мне нравится. Послушайте, как они
как они гремят. Просто стеклянные желтенькие бусы, но не просто. Все равно не просто, потому что у них очень интересная огранка, какая-то идеальная огранка у каждой бусинок, да? И они очень грамотно сделаны. То есть, видите, здесь узелочек завязан между каждой бусинкой. То есть они дешево не смотрятся. Ну, то есть, может быть, они и вообще изначально не дешевые. Я же подлинную цену этих вещей не знаю, я же их покупаю как бы там, во вторые руки. Вот. Ну вот. Может быть, третьи, пятые, неизвестно. Вот. Их можно вот так вот затянуть, видите? Вот так вот затянуть. И очень эффектно тоже смотрится. И они тоже тяжелые, они так благородная тяжесть у них, очень благородно тоже лежат. О, вот это мое любимое. Но это прямо в стиле 50 оттенков. Да? В стиле 50 оттенков. Очень интересный чокер. 50 оттенков. Видите? На шею чокер с шипами. Ну, конечно, просто так, с каким-то, скажем, вот это точно вещь, которую нельзя носить с джинсами и футболкой. Вот это будет очень пошло смотреться, грубо. Эту вещь можно надевать либо с подходящими по стилю вещами. У меня, кстати, есть туфли с шипами. Тоже покажу как-нибудь. У меня есть еще коллекция обуви. Да. Вот. И вот эти, либо с подходящими, ну, то есть тоже в стиле, да, в каком-то таком металлическом, либо, наоборот, какое-то очень тонкое платье, такой сарафанчик в бельевом стиле, нежный, женственный, может быть, с кружавчиками, здесь по декольте идет. И вот такой вот агрессивный ошейник. Посмотрите, какой. Прелесть, да? То есть это, знаете, не подходите близко. Предупреждение: я тигренок, а не киска. Есть из каменьев, из камней у меня здесь украшения. Мне кажется, многим тоже подойдут. Ну вот не мне, не мне. Ну, поскольку я и покупала, да, покупаю их не для носки, я именно как коллекционер этим интересуюсь. Вот не мой стиль. Вот мне бы, наверное, ни при каких обстоятельствах такая вещь не подошла. Слишком для меня женственная, что ли, слишком для меня какая-то, ну, не то чтобы нежная, но сложная, мне кажется, сложный дизайн. Вот. А на ком-то, вот на там своих знакомых, например, девочках, я вполне это вижу. Я вполне это вижу. То есть тоже при определенном. Ну вот, посмотрите. Мне вот как коровье седло, мне кажется, да? Правда? Или нет? Вот это мне нравится, вот это в моем стиле, вот это я могу носить. И вот это мне идет. Особенно если здесь такой стиль и такой металл, что его не особо поносишь на голое тело. Ну, не знаю почему, мне кажется, ну как-то это неприятно. Вот, но на водолазочку, да, на водолазочку. Вот это вот цепь водолаза. Почему я называю, давайте, да, это будет цепь водолаза, потому что мы решили носить это украшение с водолазкой. Вообще оно не очень приятное, не очень из приятного металла, не очень такое вот прямо миленькое,
приятненькое на ощупь, поэтому лучше его на одежду носить. Ну, на одежде, на подходящей одежде, действительно какой-то водолазки или, может быть, джемпер с высоким горлом, оно может смотреться очень даже интересно. Прямо очень, как из, ну, знаете, из глянцевых журналов каких-нибудь 50-х годов, 60-х. Не думаю, что это украшение сделано прямо в те годы. Хотя, не знаю, специально я их возраст не определяла. Может быть и да. Ну тогда я богата, друзья. Зимой, чтобы преобразовать какой-то офисный лук на вечер, да, чтобы не переодеваться, а просто придать такого шарма клубного наряду. Простая водолазочка, там черненькая, серенькая какая-то. Вот насколько она, ну, оживится. В общем, вы поняли смысл. Может, и не надо расправлять, она так интереснее. Насколько она оживится, если вот так вот повесить вот эту вот вещь. А вот это супер женское украшение. Вот это точно супер не мой стиль. Вот вообще не знаю даже, как я могла бы, вот с чем, куда, когда, по какому случаю, и в каком состоянии, в каком настроении я должна была быть, чтобы вот надеть что-то подобное. Такие нежные розовые цветочки. Однако, опять же, на многих я вижу. А вот скажите, в чем дело? Почему некоторым людям вот не идут цветочки? Вот не идут. И мне кажется, что это дело не совсем в возрасте. А вот я вижу сейчас в камеру, что они выглядят отдельными, раздельными, да, эти цветочки. То есть издалека не видно вот то, что их скрепляет. И как будто бы на груди у тебя 3 отдельных цветочка. Вот почему некоторым людям не идут категорически цветочки. Да, мне никогда не шли цветочки. А если это расцветка сарафана какого-то, да? Мне кажется, я с детства старательно цветочков, ну вот таких, вот такого типа избегала. А сейчас могла бы попробовать, потому что сейчас уже возраст такой, что все можно. Далее, не могу не похвастаться сердцем. Вот это вот сердце, это, я считаю, урвала я прямо очень удачно. Посмотрите, здесь сразу все 2 в 1. Это вот для людей, что-то я забыла, хотела астрологические соответствия, астрологические параллели какие-то проводить для этой коллекции, для украшений. Вот это Венера во Льве. Венера во Льве, вот у кого в гороскопе Венера во Льве. Кстати, вот сейчас, когда я записываю это видео, на небе тоже Венера во Льве, причем ретроградная, потому что здесь в одном сходится, 2 в 1 сходятся, Венера во Льве, то есть это и большое сердце, то есть сердце, заметное сердце есть у человека, и корона на этом сердце надета. То есть люди с Венерой во Льве, они же такие, очень любящие, с одной стороны, очень преданные, самоотверженные, честные, постоянные, но при этом еще и страшные гордецы и умудряются даже в самой большой и страстной любви не забывать себя. Да, вот она, Венера во Льве. Вот так я называю это сердце. Нравится вам? Я буду вам очень признательна за комментарии, если вы напишите, что вам понравилось из моей коллекции, что бы вы носили, а что бы вы категорически отвергли, возмущенно отвергли. Ну так, чтобы у нас разный был стайл, что еще можно сюда? Ну вот, наверное, простые, причем, по-моему, даже пластиковые. Ну вот видите, это тот случай, когда материал и вообще затрата ресурсов не так важна, да? Посмотрите, пластиковые бусы – это пластик с каким-то покрытием, но
качество. Во-первых, посмотрите, это все сверкает, это я еще не протирала, они пылились черти где. Вот. То есть все это сверкает, все это идеально качественно сделано. Видите? Скрепление, переходы между бусинками какие. Гремят. Вот они. Ну, тоже все просто, да не просто. Вот попробуйте сейчас, найдите обычные бусы, обычную бижутерию, которая пойдет вот с такими креплениями. А здесь все очень мудрено между бусинками. Посмотрите, сделано. Между бусинками. Вот кто разбирается, посмотрите. Здесь абсолютно симметричное расстояние. И накручены какие-то такие вот узлы. И вот это, естественно, видно, да? Не будешь концентрироваться на таких деталях, но даже невооруженным глазом замечаешь, что это простота, которая не хуже воровства. Это простота, которая чего-то стоит. Вот. И они такие вроде бы легкие и ненавязчивые, но могут смотреться тоже хорошо. Я думаю, что они могут смотреться. Они ни к чему не обязывают. Эти бусы ни к чему не обязывают. Они вот идут как... Ну, идут как идут. И вот, кстати, наконец-то нашлась вещь, которая подходит под мой нынешний лук, которая вполне себе сочетается с этой рубашкой. Правда? Я очень вам признательна за то, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, что вам понравилась моя коллекция. Надеюсь, что вы будете ждать и других видео, в которых я вот все остальное покажу, все, что осталось, все, что я сегодня не успела. Как всегда, с благодарностью, с любовью, с интересом к вам, мои дорогие зрители. Пока.